Электричка, двигавшаяся со скоростью 64,8 км в час, после начала торможения до полной остановки прошла 180 метров. Определить ее ускорение и время торможения. V равно 64,8 км в час. И прошла до полной остановки S равно 180 метров. Нужно определить ее ускорение и время торможения. Нужно определить А и Т. Знак вопроса. Известна скорость, известно расстояние. Стандартная формула для того, чтобы определять расстояние, которое идет тело с ускорением, это v нулевое t, в данном случае минус at квадрат, деленное на 2. Минус, потому что торможение идет. С другой стороны, конечная скорость при торможении равна нулю. Из этого в формуле v конечное минус v начальное разделить на время. v конечное вот это равно нулю. Ускорение будет равно минус v начальное делить на t. На время. Минус говорит о том, что ускорение будет у нас тормозить. А модуль, естественно, ускорения просто будет равен значению v начальное разделить на t. В данном случае v начальное у нас вот есть. Вот это скорость. Давайте определим, чему будет равно здесь t. Поменяем. t будет равно в этой формуле v начальное разделить на a. И в эту формулу поставим это значение. s будет известно, v известно и a. Тогда можно будет определить ускорение из вот этой формулы после того, как мы сделаем соответствующее преобразование. И S будет равно тогда V. Будем уже писать не V нулевое, а вот это V, которое у нас есть начальное значение, умножить на T. А T V делить на A. Минус 1 вторая А и T квадрат. А T квадрат что? Это V делить на А. Все это в квадрате. Упростим это все. V квадрат делить на А. Минус 1 вторая А, что множится на дробь V квадрат делить на А квадрат. Здесь квадрат сократится с А. V разделить на А, извините. V квадрат разделить на квадрат, разделить на А, минус 1 вторая, V квадрат разделить на А. То есть мы получаем S равно V квадрат разделить на 2А. Отсюда А равно V квадрат делить на 2S. V у нас известно и S у нас известно. Можем определить, чему равно А. Но поскольку здесь километры в час, давайте превратим их в метры в секунды, потому что это в метрах, чтобы не усложнять дальше, не загромождать этот весь процесс вычисления, давайте напишем, что V равно 64,8 километра в час. Превратим их в метры секунды. 64,8 умножим на 1000 метров. Размерность 1000 метров, что делится на 3600 секунд. Итого 2 нуля убираем, это убираем, то мы получаем 648, тут десятка остается, метры остается, делим на 36 секунд. И это мы получаем 18 метров в секунду. Скорость 64,8 км в час, это 18 метров в секунду. Теперь можем легче посчитать А. А равно V квадрат делить на 2S равно V квадрат 18, множим на 18 и на метры квадратные, на секунды квадратные. Все в квадрате. Делим на 2S. 2 умножить на 180 метров. Секунды квадрат пойдут вниз, а метры квадратные останутся сверху. 18 на 18 на метры квадратные. Секунды квадратные пошли вниз. Умножится на 180 метров. Эти метры с этими квадратами сократились. Получится размерность метры за секунды в квадрате. То, что нам и нужно. И двоечка еще. Можно разделить вот это значение. 1,18 брать тут будет у нас 10. Получается 18, что делится на 20. Метры за секунду в квадрате. Будет 0,9 метра за секунду в квадрате. То есть ускорение мы получили. А равно 0,9 метра за секунду в квадрате. T равно V разделить на V. Что мы здесь получаем? V скорость у нас есть. Это 18 метров в секунду. Делим на 0,9 метра за секунду в квадрате. С точки зрения чисел тут нормально, тут надо аккуратно с этими именованными величинами. Итак, 18. Метры остаются сверху, секунды идут вниз. Внизу 0,9. Метры остаются внизу, секунды квадрат идут наверх. Посмотрите, метры сократились, секунды сверху квадраты сократились, здесь сократились снизу. Получается 18 секунд разделить на 0,9. Мы получаем сколько? 20 секунд. А равно у нас получается 0,9 метра за секунду в квадрате. И время остановки t равно 20 секунд.